Лесная кровь. Записка, найденная в рюкзаке у пропавшей группы туристов. Пролог. Последнее сообщение. Кирпичная кладка старого лесниства была покрыта мхом и пахла сыростью. Следователь областного МВД майор Греков стоял посреди комнаты и смотрел на стол, заваленный вещами, которые принесла поисковая группа. Рюкзаки, палатки, котелки, фотоаппарат. Все было в целости, даже продукты не тронуты. Но людей не было. 6 человек, 3 пары, исчезли, как сквозь землю провалились. Телефоны? Нет, ответил молодой лейтенант, проверяя записи. Последний сигнал был отсюда, из этого лесничества. 3 дня назад. Короткое сообщение на экстренный номер. Мы в лесу, на нас что-то напало. Помогите. Больше ничего. Камеры. Может, успели снять? Вот. Лейтенант протянул Греку старый цифровой фотоаппарат. Батарея села, но карта памяти цела. Там несколько фотографий. Греков, сев за стол, подключил карту к ноутбуку. На экране появились снимки. Первые – обычные туристические. Улыбающиеся лица у костра, вид на реку, палатки на поляне. Но на последних 4 фото было что-то странное. На предпоследней – лес, высокие сосны, уходящие в небо, а между ними – в глубине – размытое пятно. Греков увеличил изображение. Пятно было неестественно темным, без контуров, как сгусток темноты, который не отражал свет вспышки. Он приблизил еще, и там, в центре пятна, он увидел глаза. 3 пары глаз, желтые, светящиеся, расположенные не симметрично, а как попало. 1 выше, 2 ниже, словно у существа не было лица в привычном понимании. Последнее фото было ужасным. Палатка изнутри, красные разводы на ткани, похожие на кровь, и тень, высокая, неестественно тонкая тень, заслонившая весь кадр. Руки у тени были слишком длинными, с суставами, сгибающимися не в ту сторону. Греков перекрестился. Он не верил в Бога, но сейчас что-то дрогнуло в его душе. «Что это?» – спросил он. «Медведь? Волк?» «Медведь не оставляет таких следов», – сказал лейтенант, протягивая ему еще одну фотографию, сделанную на месте происшествия. На ней был след на земле, громадный, размером с таз. Но не лапа. Он был похож на отпечаток человеческой ступни, но с 5 пальцами, широко расставленными, словно у лягушки. И от каждого пальца отходили тонкие, глубокие борозды, будто существо имело когти длиной в 10 сантиметров. «Лесники говорят», – тихо произнес лейтенант, что в этих местах раньше был военный полигон в 50-х годах. Говорят, там испытывали что-то химическое, а потом все засекретили. Может, это не зверь, может, это результат тех опытов. Греков молчал. Он смотрел на фото, на эти желтые глаза, и чувствовал, как холод поднимается от позвоночника к затылку. «Ты веришь в это?» – спросил он. «Я верю в то, что мы видели», – ответил лейтенант. «Кровь, майор. Ее там было много. И ни одного тела. Ни косточки, ни зуба. Будто их испарили». «Или съели целиком», – поправил Греков.
Он закрыл ноутбук и поднялся. «Завтра едем туда, с группой, с оружием. И снимем это дерьмо на видео. Если там действительно что-то есть, я хочу знать, что». Глава 1. Тропа. За 2 недели до того, как Греков нашел их рюкзаки, в это же лесничество вошли 6 молодых людей, уверенных в своей бессмертности. 3 парней и 3 девушки. Студенты, спортсмены, туристы с большим стажем. Они не боялись леса. Они считали его другом. Андрей, самый высокий и самоуверенный, был капитаном команды. Именно он спланировал маршрут 3 дня вглубь заповедника, к озеру, которого не было ни на одной карте. Он нашел его на старом сайте с пайками про аномальные зоны и решил, что это будет круто. «Да вы гляньте», — говорил он, показывая друзьям скрин. «Озеро, вокруг которого деревья растут корнями вверх. Это же круть, такого нигде нет». «А может, не надо?» — робко спросила Катя, самая младшая из группы. Ей было 19, и она боялась темноты. «Нам сказали, что в эти леса лучше не соваться». «Сказали», – передразнил Андрей. «Мы взрослые люди, и у нас есть карта, компас и рация. Если что, вызовем МЧС». «У тебя рация сдохла еще на станции», – усмехнулся Дима, лучший друг Андрея. «Но я с тобой, черт с ней, с этой зоной. Будет что вспомнить». Они вошли в лес на рассвете. Первые 2 часа идти было легко. Тропа была накатанной, сосны стояли ровными рядами, и солнце пробивалось сквозь кроны золотыми лучами. Птицы пели, белки скакали по веткам. Красота! Но к полудню лес начал меняться. Сначала исчезли птицы, наступила тишина, неестественная, звенящая, от которой закладывала уши. Затем начали попадаться странные деревья. Они были согнуты, как под тяжестью невидимого груза, и на их коре виднелись глубокие царапины. Не от когтей животных, а от чего-то более крупного и нелепого. Царапины шли вертикально, будто кто-то пытался залезть на дерево, но не мог удержаться. «Медведь драл», — предложил Дима, но его голос дрогнул. «Медведь не достает до 3 метров», — ответил Андрей, показывая на верхнюю царапину, которая уходила высоко. «А это кто-то высокий, очень высокий». Катя прижалась к своей подруге Лене. Лена была старшей, ей было 25. Она работала инструктором по выживанию и считалась самой опытной в группе. Она остановилась, подняла руку. «Тише», — сказала она. «Я слышу что-то». Все замерли. Сквозь тишину из глубины леса доносился звук. Мерный, глубокий, похожий на дыхание, как будто кто-то большой спал, и этот сон был тяжелым, с хрипом. «Это не ветер», – прошептала Катя. «Это не ветер», – согласилась Лена. «Мы уходим, быстро, вон туда, на юг, где солнце. Там должна быть дорога». Она развернулась, но Андрей схватил ее за локоть. «Подожди, я хочу посмотреть. Может, это просто старый лесовоз, двигатель работает. Давайте подойдем поближе». «Ты идиот?» – прошептала Лена. «Это не двигатель, это живое». Андрей не послушал, он пошел на звук, и Дима, как верный пес, последовал за ним. Девушки стояли в нерешительности, а затем, вздохнув, пошли за ними.
потому что оставаться одним было страшнее. Они прошли еще километр. Лес стал реже, но деревья были покрыты темным мхом, который шевелился, словно живой. Мох пах гнилью и железом, как старая кровь. И тут они увидели поляну. В центре поляны лежала туша. Это было похоже на лося, но больше и с неправильными пропорциями. У него было 3 ноги, 2 головы, а шерсть была свялена в колтуны, из которых торчали костяные шипы. Туша гнила, но странно. Черви, которые обычно кишат в падали, отворачивались от нее, как будто боялись. «Что это?» – выдохнул Дима, его лицо побледнело. «Это его еда», – ответила Лена, и голос ее был мертвенно спокоен. «Он оставил это здесь, как приманку». «Кто?» – спросила Катя. И в этот момент из-за деревьев на краю поляны раздался звук. Это был не рык, не вой, это был смех. Глухой, булькающий, как будто кто-то смеялся горлом, полным жидкости. Они обернулись. Оно стояло между 2 сосен. Существо было высоким, под 3 метра, с телом, покрытым серой, как камень, кожей, которая переливалась, как у ящерицы. Руки были непропорционально длинные, с 3 суставами, и заканчивались пальцами, похожими на когтистые корни. На голове не было глаз, в привычном понимании, только 3 желтых огонька, расположенных треугольником, и они смотрели в разные стороны, не фокусируясь, но все равно буравящие каждого из туристов. И оно улыбнулось. Его пасть была широкой, как у кита, и в ней вместо зубов росли острые костяные пластины, похожие на акульи. Оно не рычало, оно просто стояло и улыбалось, а из его пасти вытекала слюна, прозрачная и вязкая, шипящая, когда касалась земли. «Бежим!» — сказала Лена. Они побежали. Глава 2. Охота. Они бежали через лес, не разбирая дороги. Андрей, который минуту назад был таким самоуверенным, бежал первым, сломя голову. Он спотыкался о корни, падал, вставал и бежал дальше. Дима старался не отставать, но его дыхание сбилось, в груди хрипело. Девушки бежали сзади, Катя плакала, но не останавливалась. За спиной был звук, не шаги, топот, тяжелый, размерный, как удары молота. Существо не бежало за ними, оно шло, но шло с такой скоростью, что они не могли оторваться. Оно знало, что они не убегут далеко, оно играло с ними. «В укрытие!» — кивнула Лена, увидев впереди старую избушку лесника, покосившуюся, с провалившейся крышей, но с крепкими стенами. Они ворвались внутрь, захлопнули дверь, задвинули засов. Сердца колотились так громко, что, казалось, их слышно за километр. Андрей дрожащими руками достал из рюкзака рацию и попытался вызвать помощь. В ответ только шум. «Есть! Есть сигнал!» – закричал он. «Я слышу помехи!» «Это не помехи!» – прошептала Лена, прижимаясь спиной к стене. «Это оно! Слушай!» Из рации сквозь шипение доносился голос. Тот же булькающий смех, а затем слова. Они были искаженными, но разборчивыми. «Вы вкусные, такие теплые, выйдите, я хочу вас обнять». Лена вырвала рацию из рук Андрея и швырнула ее в угол. Рация разбилась, шипение прекратилось, но смех не прекратился.
Он доносился снаружи, теперь он был ближе, прямо у двери. «Оно знает наш язык», – прошептала Катя. «Оно разумное». «Заткнись», – рявкнул Андрей, но в голосе его не было уверенности, только паника. Они осмотрели избушку. Внутри было пусто, только старый стол, койка и люк в полу, ведущий в подвал. Лена открыла люк. Внизу было темно и пахло землей. «Спускаемся», — сказала она. «Быстро». Она спустилась первой, за ней остальные. Андрей закрыл люк, но засова не было. Он просто придавил его старым стулом. В подвале было тесно. Они сидели в полной темноте, слыша, как над ними в избушке раздаются шаги. Существо вошло внутрь. Оно ходило по комнате, скрипя половицами, и шуршало, как будто волочило по полу что-то тяжелое. «Детки!» – произнес голос. Теперь он был мягким, почти ласковым. «Выходите! Я не хочу вас есть! Я хочу поиграть! Вы любите играть? Я люблю! Я не играл 100 лет!» Катя зажала рот рукой, чтобы не закричать. Ее трясло. Лена обняла ее и прижала к себе. «Тише!» – шепнула она. «Оно уйдет!» Но оно не уходило. Оно остановилось прямо над люком. Послышалось шипение. Оно опустилось на четвереньки и принюхалось к щелям. «Я чувствую вас! – прошептал голос. Я чувствую ваш страх! Сладкий, кислый, с запахом пота! Очень вкусный!» Когти царапнули под дерево люка. Андрей схватил лежащий в углу ржавый топор и встал перед люком. «Если оно откроет, я ударю», – прошептал он. «Я убью его». «Ты не сможешь», – ответила Лена. «Ты видел его размер. Топор, как зубочистка». «А что тогда?» – заорал он, теряя контроль. «Будем сидеть и ждать, пока оно нас сожрет?» «Будем ждать утра», – твердо сказала она. «Мутанты боятся света. Так всегда в этих историях». «Это не история», – закричал Андрей. «Это реальность». И в этот момент люк дрогнул. Когти просунулись в щель, царапнули стул, сбросили его. Люк начал подниматься. Андрей взмахнул топором. Лезвие вонзилось в серую кожу, но оно не пробило ее, только оставило царапину. Существо засмеялось, и этот смех был таким громким, что заложило уши. Оно отбросило люк в сторону, и в подвал ворвался серый свет. В центре проема стояло оно. 3 желтых огонька смотрели вниз на перепуганных людей. «Я нашел вас!» — сказала оно. «Теперь я буду есть медленно!» Оно опустило свою длинную руку, схватило Андрея за ногу и вытащило его наружу. Андрей закричал, но крик оборвался через секунду, сменившись влажным хрустом. «Нет!» – заорал Дима, бросаясь вперед. Но Лена схватила его за плечи. «Стой!» – крикнула она. «Ты ничем не поможешь! Мы должны бежать!» Она рванула к стене подвала, где была старая, почти незаметная дверь, ведущая к запасному выходу. Она толкнула ее, и дверь поддалась. Наружу вел узкий лаз, заросший травой. «Быстро!» – командовала она, пропуская Катю и вторую девушку Наташу. Дима колебался, слыша, как сверху чавкает и смеется тварь. «Дима!» – закричала Лена. «Иди сюда!»
Он рванул к ней. Вдвоем они нырнули в лаз, прикрыли дверь. Сверху раздался рев, голодный, злой. Существо поняло, что его обманули. Они бежали по лазу минут 10. Потом лаз вывел их на берег реки. Солнце уже садилось, и красный свет заливал воду. «Нам надо переплыть», — сказала Лена, показывая на другой берег. «Оно не перейдет через воду». «Откуда ты знаешь?» — спросила Наташа, дрожа. «Я видела его следы», — ответила Лена. «Оно обходило воду, боялось. Идем». Они вошли в ледяную воду. Река была быстрой, течение сбивало с ног, но они перебрались. Выбравшись на другой берег, они рухнули на мокрую траву и смотрели туда, откуда пришли. Существо стояло на том берегу. Оно было огромным, серым, с длинными руками, висящими почти до земли. Оно смотрело на них и не двигалось. Только 3 желтых огонька горели в его безобразной голове. «Вы убежали!» — прошептал его голос, донесшийся через реку. «Это хорошо! Я люблю долгую охоту! Бегите! Я догоню вас! Я всегда догоняю!» Оно развернулось и ушло в лес. Глава 3. Бег по кругу. Ночь они провели в пещере на скалистом берегу. Лена развела костер, но огонь боялась сделать большим. Вдруг оно увидит. Катя и Наташа плакали в углу. Дима сидел, уставившись в одну точку. В его глазах была пустота. Он потерял лучшего друга. «Нам надо идти к людям», — сказала Лена, растирая замерзшие руки. «К утру мы дойдем до лесничества. Там есть связь». «А если оно нас не отпустит?» — спросила Наташа. «Мы сильнее», — твердо сказала Лена. «Мы люди. Мы пришли в этот лес. Мы не отдадим его твари». На рассвете они двинулись в путь. Они шли быстро, стараясь не оглядываться, но каждый шорох заставлял их вздрагивать. Каждый треск ветки отдавался в сердце. К полудню они вышли на знакомую тропу. Впереди, сквозь деревья, виднелась крыша лесничества. «Мы почти пришли!» — крикнула Катя и побежала вперед. Но на полпути она остановилась. На тропе прямо перед ней лежал рюкзак. Ее рюкзак, который она бросила в избушке. Он был цел, но на нем было что-то написано кровью. «Я вас жду дома». Лена подошла, осмотрела рюкзак. Внутри была записка. Она развернула ее. Там было одно предложение, написанное дрожащим детским почерком. «Я взяло Андрея. Уходите отсюда. Оно вас видит. Оно всегда видит». Лена подняла голову. Лес вокруг застыл. Птиц не было, ветра не было. Только абсолютная давящая тишина. И в этой тишине раздался смех. Тот же булькающий, глумливый смех, доносящийся со всех сторон одновременно. «Вы так быстро бегаете!» — сказал голос. «А я так медленно хожу, но я уже догнал вас. Я всегда рядом». Они увидели его. Оно стояло на крыше лесничества, скрючившись, с неестественно вывернутыми суставами. Его когти вцепились в шифер, и оно смотрело на них сверху вниз, улыбаясь своей страшной пастью. «Ты хотела, чтобы я боялся воды», — сказала оно, глядя на Лену. «но я не боюсь воды, девочка. Я просто хотел, чтобы вы побежали. Я люблю, когда бегут.
Мясо становится упругим. Оно спрыгнуло с крыши и приземлилось на четвереньки. Его тело двигалось неестественно, суставы выворачивались, кости хрустели, но оно не чувствовало боли. «Бегите! Прошептало оно. Я даю вам 5 секунд!» Дима схватил Катю и Наташу и побежал. Лена пошла последней, прикрывая их. Она видела, как тварь встала, как двинулась за ними, медленно, не спеша. Она чувствовала его запах, гнилой, сладкий, как тухлое мясо. Они бежали через лес, не разбирая дороги. Катя споткнулась о корень, упала. Дима наклонился, чтобы поднять ее, и в этот момент тварь настигла их. Когти пронзили воздух. Лена выхватила нож, который всегда носила с собой, и бросилась на существо. Она вонзила лезвие ему в бок. Существо закричало высоким пронзительным криком, от которого деревья затряслись. Оно швырнуло ее, как куклу. Лена ударилась о сосну и потеряла сознание. Очнулась она в лесничестве. Вокруг было темно. Она лежала на полу. Рядом разбросанные вещи. Рюкзаки, фотоаппарат. Все было на месте, но людей не было. Она попыталась встать, но ноги не слушались. Она приползла к столу, на котором стояла рация. Она включила ее и прошептала: «Мы в лесу. На нас что-то напало. Помогите!» Затем она взяла фотоаппарат, который лежал тут же, и сделала несколько снимков. Последний кадр был самой Лены. Она стояла на пороге лесничества, бледная, с разбитым лицом, и смотрела в объектив. За ее спиной в дверном проеме виднелась тень. Высокая, тонкая, с длинными руками. На следующее утро лесничество было пустым. Эпилог. Охота продолжается. Греков стоял на краю поляны, где лежала туша мутировавшего лося. Его группа, 6 вооруженных человек, обследовала территорию. Никаких следов, никаких тел. «Майор!» — крикнул лейтенант, указывая на землю. «Идите сюда!» Греков подошел. На земле был след, свежий. Та самая уродливая ступня с 5 пальцами и длинными когтями. След вел вглубь леса. «Идем за ним», — сказал Греков, сжимая автомат. Они пошли по следу. Лес становился все темнее, все тише. Птицы исчезли, ветер стих. Через час они вышли к старой избушке, той самой, где прятались туристы. Греков заглянул внутрь. На полу была кровь, старая, засохшая. В углу рюкзак. Внутри дневник. Он открыл его. Это была записка от Лены. Последняя страница. Крупным, неровным почерком было написано: «Мы все умрем, но я узнала его секрет. Оно не просто ест нас. Оно нас копирует. Оно принимает нашу форму, чтобы лучше охотиться. Оно учится. С каждым человеком оно становится умнее. Сейчас оно уже почти человек. Если вы читаете это, бегите. Не смотрите на него, не думайте о нем. Если вы думаете о нем, оно знает, где вы. Оно в голове. Оно всегда в голове». Греков закрыл дневник. Он посмотрел на своих людей. Они стояли с оружием, готовые к бою, но в их глазах он видел страх. Тот же страх, что был в глазах туристов. «Мы уходим», — сказал он, немедленно. Они развернулись, чтобы уйти, но на краю поляны, между 2 сосен, стояла фигура, высокая, с неестественно длинными руками. На ней была одежда Андрея.
И лицо Андрея, но с желтыми глазами, расположенными треугольником. Оно улыбнулось. «Вы пришли!» — сказала оно голосом Андрея. «Я ждал вас! Я голоден!» Греков поднял автомат. Его рука дрожала. «Стреляйте!» — закричал он. Люди открыли огонь. Пули прошили фигуру, но она не упала, только засмеялась. Смех разносился по лесу эхом, заполняя все пространство. А затем фигура исчезла, как будто ее и не было. Греков опустил оружие. Он смотрел на пустую поляну. На месте, где стояла тварь, остался только след. Огромный, широкий, уходящий в лес. И в голове майора прозвучал шепот. «Я рядом. Я всегда рядом». Он приказал отступать. Они вышли к лесу к вечеру. Но Греков знал, эта история не закончена. Где-то там, в чаще, живет что-то, что уже не зверь. Что-то, что учится, растет и скоро станет сильнее, чем любой человек. Он сел в машину, достал телефон и набрал номер начальства. «Слушай», — сказал он, — «нам нужна армия, потому что в этом лесу есть монстр, и он не просто ест людей, он становится ими. И я боюсь, что однажды он выйдет за пределы леса». Он замолчал, услышав, как на том конце провода кто-то засмеялся. Тот же смех, булькающий, глумливый. «Ты уже не уйдешь. — прошептал голос. Ты мой. Ты думаешь обо мне. Значит, ты уже мой». Греков выронил телефон. Он оглянулся. За окном машины стояла темнота. И в этой темноте горели 3 желтых огонька.